Всем привет! Сегодня я хотел бы поговорить про Nintendo Switch. Обсудим комплект, цену, возможности консоли, ее актуальность в 2021 году и стоит ли ее сейчас покупать. Эту консоль я купил примерно год назад. Обошлась она мне в 23 тысячи рублей. Сразу в магазине я докупил к ней карту памяти на 256 гигабайт, так как своей родной памяти у консоли всего 32 гигабайта. А в eShop часто бывают скидки на игры, размер некоторых игр доходит до 20 гигабайт и даже больше. Соответственно, памяти у нее, честно говоря, немного. Я достаточно долго приглядывался к этой консоли. Мне очень хотелось поиграть в третьего Ведьмака в портативе. Соответственно, при покупке консоли я докупил сразу такое вот издание. Давайте поговорим о комплекте. В коробке сама консоль. Выглядит она вот так вот. Джойконы отстегиваются. Давайте их отстегнем, пожалуй. Вот так выглядит сама консоль. Из примечательного у нее есть, соответственно, крепление для джойконов. Они сбоку ставятся. Экран. По характеристикам консоли мы чуть попозже говорим. Сейчас только о внешних данных. Здесь качельки громкости. Кнопка включения-выключения. Здесь идет радиатор с вентилятором, то есть консоль имеет активное охлаждение. И мини-джек, здесь слот под карты памяти для игр. То есть вот так вот выглядят сами картриджи, которые вставляются в консоль. И соответственно уже здесь подключение к док-станции и зарядки. На задней панели есть также еще ножка, на которой можно, соответственно, опирать консоль, чтобы вот так ставить. Под ножкой находится как раз разъем под microSD. Поддерживается до 2 терабайт памяти. 2 терабайта, конечно, наверное, многовато будет, но вот мои 256 гигабайт уже заполнены практически полностью. То есть я вот подумываю о том, чтобы заменить на 512 гигабайт. Но пока еще не покупал. Значит, в комплекте также идет 2 джойкона стандартных. Они могут быть разных цветов, в зависимости от того, какую комплектацию вы возьмете. К джойконам также в комплекте идет специальные вот такие насадочки. Если вы будете отключать джойконы от консоли, например, да, вы можете поставить консоль вот так вот и с другом, например, играть в какие-нибудь игры типа Diablo 3. Дальше идет вот такая накладка. На нее, соответственно, также вы можете поставить 2 джойкона. И немножко у меня тут не получается. Соответственно, вот так вот. Это для игры в одиночку, да, если вы, например, подключаете к телевизору. То есть сам комплект, он позволяет играть как в портативе, так и подключать к телевизору. Чтобы подключить к телевизору, в комплекте идет вот такая вот док-станция. У док-станции сбоку есть 2 USB-порта. Соответственно, их можно использовать для зарядки периферии. Например, отдельно вот у меня докуплен, про него позже вам скажу, Nintendo Switch Pro контроллер. Его можно заряжать вот так от док-станции, например. На задней панели здесь идет заглушечка, такая крышка, да, подключается адаптер это питание, еще один USB-порт есть 3.0 и HDMI для вывода сигнала на ТВ. Сразу стоит сказать, что если вы покупаете эту консоль в магазине, лучше ее сразу на нее наклеить пленку либо стекло. Потому что почему-то в Nintendo сделали, сейчас я попытаюсь вам показать, вот в этих местах, хоть здесь стоит и резиночка, вот в этом месте резиночка, но вот в этих местах и задняя панель, и стекло, оно царапается, когда вы устанавливаете вот так вот в док-станцию. То есть если вы будете часто использовать в док-режиме, либо же постоянно, да, отключать-подключать, вы очень быстро сцапаете вот в этих местах экран. Поэтому лучше сразу наклеить защитное стекло, либо пленку, чтобы избавиться от этих проблем в будущем. Дальше. Было докуплено Nintendo Switch Pro контроллер. На самом деле я предзаказывал в видео, ждал его почти 1,5 месяца. Цена, если я не ошибаюсь, изначально на него была 7000 рублей.
очень большая цена вообще прям, потому что даже контроллер PS5, по-моему, стоит дешевле. Но я его брал со скидкой в 50%, ну, условная скидка, у меня были бонусы, и я, собственно, ими оплатил 50%, поэтому мне вышло в 3500. Стоит сказать, что геймпад очень качественный, аналоговые стики хорошие, прорезиненные, удобно лежит в руке. Единственное, что вот эти кнопки, они не аналоговые, они цифровые. Поэтому не как обычно на консолях типа PlayStation или Xbox. Почему так сделано, я не знаю. Ну, они все и на этих такие же, и, соответственно, здесь также все. Здесь также есть NFC-модуль, позволяет использовать в некоторых играх фигурки Amiibo. У меня, к сожалению, нет таких фигурок, поэтому показать вам я их не могу, прикладывая. Есть на Алиэкспрессе много аналогов подобных, визуально очень схожи, но с рядом ограничений. В некоторых нет вибраций, здесь она есть, естественно, нет NFC-модуля. Но NFC-модуль, честно говоря, далеко не каждому он нужен. А кому нужен, в принципе, можно использовать саму консоль, если так уж надо. Вот. Но то, что нет вибрации, это на самом деле печально, потому что вибрация, кстати, и в джойконах, и в Pro Controller достаточно хорошая. В общем-то, и все. Pro Controller, кстати, можно использовать как при подключении к телевизору, так и вот, допустим, поставить ее и вот играть на Pro Controller. Естественно, в ряде игр на нем намного удобнее играть, потому что у джойкона ход аналоговых стиков намного меньше, и не всегда это удобно. Ну и сам он такой поменьше. А здесь все так вот прям по-взрослому хорошо. Так, дальше давайте поговорим о характеристиках данной консоли. Экран здесь идет 6,2 дюйма, разрешение 1280 на 720 точек, плотность пикселей 237 ppi. Несмотря на то, что экран сам по себе небольшой, разрешение у него небольшое, но за счет плотности пикселей я не могу сказать, что качество картинки какое-то плохое. В играх, в принципе, незаметно каких-то прям проблем. Там, я не знаю, пикселей каких-то, то есть все достаточно красиво выглядит. Памяти, как я ранее говорил, 32 гигабайта на борту, оперативной памяти 4 гигабайта, LPDDR4, батарея тут 4310 мАч, то есть в принципе ее достаточно долго хватает, но в зависимости от того, что вы играете. Если вы используете, скажем так, консоль в каких-то легеньких играх, там инди-проектах и так далее, то она вполне может поработать 5 и более часов. Если вы играете в игры наподобие третьего Ведьмака, или там Зельды, или еще там Fortnite, например, то 3-4 часа это, наверное, потолок все-таки будет. Далее, процессор NVIDIA TGX1. На 2017 год достаточно хороший процессор был. Ну, в 2021 году, конечно, он уже устарел. Bluetooth 4.1. Стоит сказать, что по Bluetooth нельзя подключать беспроводные наушники, то есть только мини-джек исключительно. На самом деле это достаточно печально, потому что сейчас очень многие люди используют беспроводные наушники, но тут только проводные можно. А Wi-Fi, в принципе, поддерживает все основные стандарты современные, то есть скорость по нему хорошая, проблем с этим нет. Вес консоли 297 грамм вот в таком виде, и 398 это если использовать с джойконами, то есть вот в таком режиме, если мы используем, то, соответственно, будет 398 грамм. Также стоит отметить, что так как у данной консоли есть режим ТВ-приставки, да, то есть ее можно подключать к телевизору, соответственно, она стоит дороже из-за комплекта, как я вам уже ранее показал. У нее есть аналог, это Nintendo Switch Lite. Выглядит он примерно так же, как обычный Switch, только корпус монолитный, он не отделяет, то есть джойконы не отделяются. Он чуть-чуть меньше, да, но так как джойконы не отключаются, нет вот такого люфта небольшого, как здесь, например. Некоторых это напрягает, меня лично нет. Я как-то, честно говоря, даже не замечал этого, пока в интернете не почитал, что вот некоторые жалуются на этот люфт. Вот. Если вам, например, ТВ-режим не нужен, то вы можете рассмотреть к покупке Nintendo Switch Lite, так как он стоит прилично дешевле, он стоит в среднем в районе 15-16 тысяч рублей в магазине, при этом
функционально он такой же. То есть там стоит такой же абсолютно процессор. Там стоит экран чуть меньшего размера, но разрешением таким же. И даже на этом экране будет картинка чуть лучше смотреть за счет того, что он меньше. За все время, что существует эта консоль, на нее вышло на самом деле очень много игр, и некоторые из этих игр продавались просто огромными. Выходили от там небольших каких-то инди-проектов и до там AAA проектов. Игры работают в основном все достаточно хорошо, с хорошей оптимизацией, держат стабильно 30 кадров. Некоторые проекты даже 60 кадров в секунду позволяют играть. Разрешение, как правило, зависит от конкретной игры. Многие игры используют динамическое разрешение, но в портативе максимально, как вы уже могли понять, это 720p. В стационарном вплоть до Full HD. Но далеко не все игры используют эти возможности. Кому может зайти эта консоль? И вообще, скажем так, игры, да, для этой консоли. В первую очередь, эта консоль подойдет фанатам Nintendo, которые очень любят эксклюзивы, наподобие, вот, например, Animal Crossing, Зельда, или же вот такая Зельда, да, там Марио, различные игры. То есть те, кто любят вот это, им прям понравится. Но на самом деле не только есть эксклюзивы, на консоль выходило достаточно много игр и сторонних разработчиков. Моя одна из самых любимых игр Ведьмак 3, например. Вот у меня такое все-таки издание красивое, да, тут прям написано, что есть полное собрание дополнений и DLC. То есть это полноценная игра, такая же, как на компьютере. Единственное, что есть ряд ограничений визуальных. То есть, понятное дело, что пришлось упрощать графику. Но она выглядит не прям как вот минимальная на компьютере, чуть выше минимальных, ну или около минимальных. Соответственно, игра на долгие часы. Я думаю, объяснять тут никому не надо. Те, кто хотели ее поиграть, уже давно в нее поиграли. Кстати, разработчиками реализована функция сохранений, которая позволяет переносить их с Steam или GOG-версии в Nintendo Switch и обратно. То есть, если вы, допустим, играете на компьютере в Steam в Ведьмак 3 и захотели в дороге продолжить игру, вы просто можете прямо со Switch'а перекинуть со Steam в Switch сохранение. Это делается из меню игры прямо на консоли. То есть никаких сложностей с этим нет. И продолжили играть. И обратно, когда вы приехали домой, вы можете спокойно также из меню игры на свитче перекинуть их обратно в Steam и продолжить на компьютере. Вот это вообще замечательная прям функция, которую я сам лично не воспользовался. Вот, по поводу эксклюзивов. У меня одна из моих самых любимых, да, игр — это Легенда о Зельде, Breath of the Wild. Это 19-я часть серии. Замечательно сделана визуально. Выходила она еще на Nintendo Wii, изначально под нее выходила. Здесь же немножко она графически получше выглядит, работает поприятней. Достаточно на долгие часы, скажем так, она вас затянет. У меня наиграна, я еще не до конца ее пошел, но у меня уже там около 100 часов наиграно в нее. Я уже подбираюсь к финалу. И самое интересное, что это одна, наверное, из немногих игр, которая не ведет тебя за руку. Изначально есть стартовая локация, где тебе объясняется, как играть, что в этой игре надо делать. И после этого ты вправе путешествовать, изучать так, как тебе хочется. И никто тебе ничего не будет говорить, навязывать, что тебе надо сходить туда или туда. Есть определенный ряд заданий, которые ты можешь выполнять или можешь не выполнять. И сразу доступно финальное задание — бой с Ганоном. И, соответственно, если хочешь, можешь идти туда. Но другой вопрос, конечно, что ты вряд ли сможешь с ним справиться. Но если ты хочешь, то можешь. Вот. Из таких игр, наверное, которые не являются эксклюзивами, но я очень люблю, это Diablo 3. Она замечательно работает на консоли. И, скажем так, графика у нее, я бы сказал, где-то в районе средних, вот как средний на компьютере, при этом частота кадров хорошая, и на одной консоли можно играть, там, например, вдвоем. Я вот лично так играл с игрой там вдвоем, и в док-режиме, и в портативе можно использовать джойконы и вот Pro контроллер, например, или две пары джойконов. Есть также, например, Overwatch тоже. Есть Immortal Phoenix Rising, тоже отличная игра, достаточно хорошо работает. Цивилизация 6, тоже одна из моих любимых игр. Итак, давайте теперь подведем итог.
Стоит ли брать Switch в 2021 году? Сейчас я бы советовал подождать немножко с покупкой, так как 15 числа, 15 июня 2021 года пройдет презентация Nintendo на E3. В интернете уже достаточно много слухов насчет новой ревизии Switch. Или, может быть, отдельная вообще Nintendo Switch Pro ее некоторые называют. Но как она действительно будет называться, еще пока никто не знает. В интернете достаточно много утечек уже и по поводу нового экрана, и по поводу того, что там будет новый процессор от NVIDIA. Мощность там будет совершенно другая уже. Вывод изображения обещают вроде как аж вплоть до 4К. Как будет рендериться все, конечно, это отдельный вопрос. То, что там будет выводиться, например, меню и так далее в 4К, это как бы небольшая проблема, да, вот сможет ли консоль что-нибудь рендерить в 4К, ну, это, честно говоря, маловероятно, потому что даже PlayStation 5, Xbox новые, они не всегда честные 4К выдают. Так вот, все-таки стоит, наверное, воздержаться до 15 числа. 15 числа презентация, там уже скажут конкретно, что, чего, как. Придет на замену новая Nintendo Switch этой консоли, или это будет расширение линейки, то есть останется этот Switch, будет новый Switch Pro, который будет дополнять и будет стоить дороже и давать дополнительные какие-то варианты. И уже можно будет от этого отталкиваться, решать, что вам нужно. Да? Нужен там Switch Lite, или же обычный Switch, или условно Switch Pro новый, да, который будет давать какие-то вам преимущества. Обещают вроде как, что старт продаж намечен на осень 2021 года. Но опять же, это все слухи. 15 числа будет большая презентация Nintendo, и вроде как там будет анонс. В этом ролике я сказал все, что я хотел. Надеюсь, что ряд вопросов, которые могли у вас возникнуть, я на них ответил. Всем спасибо за внимание. До новых встреч.